Здравствуйте, дорогие зрители! В этом выпуске у нас будет практическое занятие. Я покажу и расскажу о своем способе, которым пользуюсь я при сборке вот таких многослойных тортов. Там мы разберем все нюансы, как правильно выбрать коржи, как быстро поделить порцию крема, чтобы у нас получились ровные раздельные слои. А чтобы информация лучше осваивалась, мы приготовим вот этот замечательный многослойный торт с наглядными примерами и подсказками. Наша начинка состоит из классического белого бисквита, шоколадных тонких коржей, абрикосового крема, шоколадного классического ганаша и пропитки. Шоколад отлично сочетается с абрикосом, а классические бисквиты сочетаются практически со всеми начинками. Для начала приготовим тонкие шоколадные коржи. Для этого нам понадобятся вот такие ингредиенты. Соединяем в сотейнике с толстым дном сахар и мед. Хорошенько смешаем до соединения и ставим на умеренный огонь. Нам нужно нагреть вот эту массу, чтобы у нас сахар растворился. Как только вы видите, что масса начинает кипеть, уменьшаем огонь до минимума, чтобы у нас ничего не подгорело. После того, как масса покипит 1 минутку-полторы, проверяем, растопился ли сахар, и сюда добавляем соду. Масса у нас запенится и увеличится в объеме. В принципе, можно сразу снимать с огня. Так как сотейник у нас еще горячий, масса еще немножко поменяет свой цвет, станет более темной. Сюда добавляем щепотку ванилина, сливочное масло, смешаем, чтобы масло у нас растопилось. И после этого сразу добавляем какао. Также хорошо смешиваем, чтобы какао полностью растворилось в этой массе. Чтобы получилась вот такая шоколадная масса темного цвета, нужно брать какао алкализированный. Он более темный и имеет более насыщенный вкус шоколада. Теперь оставляем шоколадную массу на минут 10-15, чтобы она немного остудилась. После этого добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Берем пищевую пленку, выкладываем сюда наше тесто, немного выравниваем толщиной приблизительно 2 см, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в помещении минимум на 30 минут, чтобы тесто стабилизировалось и чтобы мы могли выпекать коржи. После стабилизации делим тесто на 4 ровных части и скатываем шарики. Сразу хочу предупредить, что раскатывать коржи лучше на силиконовом коврике. Берем шар. Сначала делаем вот такую лепешку. Это можно сделать просто руками. После этого кладем нашу лепешку на пергаментную бумагу. Перед этим нужно, конечно, ее подготовить, разрезать на части. Сверху накрываем целлофаном и раскатываем корж нужного нам диаметра. Тесто достаточно эластичное, оно легко раскатывается, проблем с этим не будет. Для того, чтобы знать точные размеры, подготовьте себе заготовки нужного диаметра. Вот я прикладываю заготовку, смотрю по диаметру немножко больше. Надо оставить, чтобы потом ровненько обрезать края. И теперь отправляем в духовку. Выпекаем 150 градусов 6-7 минут. Если после выпекания корж имеет некоторые неровности, мы можем взять обычный поднос, приложить сверху, слегка прижать, выровнять поверхность коржа.
Сразу после этого, пока корж еще не остыл и не затвердел, нужно приставить нашу заготовку и вырезать ровный круг. Потому что потом, когда корж остынет, он будет холодным, вы не сможете вырезать круг, он будет просто ломаться. Вот, теперь оставляем корж до полного остывания, а после этого снимаем корж с пергаментной бумаги. Видите, краешки отламываются, и у нас получается, остается ровный круг коржа. Таким образом раскатываем и выпекаем 4 коржа для данной начинки. Теперь приготовим плотный абрикосовый крем. Для данного крема нам нужны вот такие ингредиенты. Зальем сначала желатин холодной водой и оставим набухать. В сотейнике смешаем крахмал и сахар. Сюда же выливаем абрикосовое пюре. Его можно сделать самостоятельно. Из свежих абрикос порцию сахара можно увеличить. Это смотря какие абрикосы вам попадутся. Если абрикос не очень сладкий, тогда сахара можете добавить. Теперь все это хорошо смешаем и также ставим на умеренный огонь. Абрикосовое пюре нам нужно довести до кипения и проварить несколько минут, минутку-две, чтобы крахмал уварился. Но в то же время надо помешивать лопаткой, чтобы пюре где-то не пристало ко дну. Как только видите, что пюре начинает закипать, огонь можно уменьшить до минимального. Пускай покипит буквально минутку-полторы и снимаем с огня. Теперь сюда добавляем ликер, набухший желатин и масло какао. Снова все хорошенько нужно смешать. Масло какао и желатин должны раствориться полностью. Это готовая фруктовая заварная масса. Нам ее нужно поставить в холодильник на стабилизацию, чтобы она уплотнилась. Я ее переливаю в другую посуду только из-за того, что мне нужен сотейник для другой работы. Вы можете оставить так, как есть. Убираем в холодильник приблизительно до 4 часов, чтобы масса стала достаточно плотной и холодной. Вот так она должна выглядеть после стабилизации. Для приготовления крема нам нужно использовать холодную массу, вот в таком состоянии. Теперь взбиваем масло комнатной температуры до посветления и пышности. Сюда добавляем сливочный сыр и также хорошо смешиваем. Сливочный сыр тоже берем комнатной температуры. Теперь добавляем половину заварной фруктовой основы и взбиваем крем. Вернее, не взбиваем, а больше смешиваем. Миксер ставим на средние обороты. После полного соединения добавляем оставшуюся часть и также хорошо смешиваем. Посмотрите, какой плотный крем у нас получился. В то же время он не жирный, насыщенным фруктовым вкусом абрикоса и сливочной ноткой. Такой крем отлично будет держать форму в прослойке. Еще для данной начинки я готовила обычный классический бисквит. Вы можете приготовить свой любимый вариант, не имеет значения. Я готовила бисквит в форме диаметром 16 сантиметров. Разрезала бисквит на 4 части и вырезала ровные круги диаметром 15 сантиметров. Точно такие же, как шоколадные коржи по диаметру. Только белый бисквит у нас будет высотой 2 сантиметра, а шоколадные идут
по сантиметру высотой. Теперь смотрите, чтобы правильно разделить крем на порции, нам нужно сначала сосчитать коржи. У нас 4 белых бисквита и 4 шоколадных коржа, то есть 8 коржей в общем получается. Значит, прослойка крема пойдет на 7 порций. Общую порцию крема нам нужно разделить на 7 ровных частей, чтобы у нас получились ровные полоски, одинаковые. Сначала взвешиваем общую порцию, делим, вычисляем вес одной порции. И сейчас дальше в процессе я расскажу, как быстро набирать нужную порцию для прослойки. Первым мы кладем белый бисквит. Пропитывать его не будем, чтобы он хорошо держал форму снизу. Теперь, чтобы разделить бисквит и абрикосовый крем, мы сделаем тоненькую прослоечку шоколадным ганашем. Вот берем небольшое количество и тонким-тонким слоем просто намазываем сверху. Оно придаст начинке и вкуса, и в то же время разделится по цветам белый бисквит и абрикосовый крем. А чтобы порции крема у нас были одинаковые по весу, чтобы не взвешивать каждый раз порцию крема, вот пользуемся контейнером. Первый раз взвешиваем, чтобы мы точно понимали, сколько сюда крема нужно положить. Общий вес крема у меня получился 850 грамм. Делим ее на 7 частей, это получится 120 граммов, ну там 122 грамма. Закладываем в контейнер 120 грамм. 122 плюс-минус. Вот у нас получается полный контейнер крема. Значит, в дальнейшем набираем то же количество, что и в этот раз. Теперь каждый раз нам не нужно взвешивать порции по отдельности, просто набираем целый контейнер крема. И у нас все кремовые полоски будут одинаково ровные. Разравниваем крем по коржу. Теперь сверху кладем шоколадный корж, набираем порцию крема в контейнер, выкладываем, также разравниваем. Сверху кладем белый бисквит. Следующие части белого бисквита уже пропитываем. В такой последовательности собираем весь торт. Смотрите, я еще покажу последний набор своего крема. Видите, у меня вот последняя осталась. Наполняем контейнер. Это 7-я часть. Также выкладываем и хорошо разравниваем. И сверху у нас последний идет шоколадный корж. Всю начинку мы собрали. Теперь оборачиваем ацетатной пленкой и ставим на пропитку. Лучше всего оставить на 12 часов, то есть на ночь. Вот наш тортик уже отстоялся, пропитался. Вот так он выглядит после пропитки. Теперь можно переходить к выравниванию торта. Для данной начинки лучше всего подходит шоколадный ганаш. Я взяла классический черный шоколад и сливочное масло. В данной начинке у нас получается много абрикосового крема, будет такой фруктовый хороший вкус. Ну а шоколадный ганаш с абрикосом всегда дружит, поэтому получится хорошее сочетание вкусов. Сама начинка без покрытия у нас имеет диаметр 15 сантиметров. После того, как мы выровняем торт ганашем, расход у нас пойдет 450 граммов. Диаметр у нас увеличится до 16 сантиметров. Высота торта у нас получается 18 сантиметров. Пользуясь моим примером, вы можете сами создавать свои собственные начинки. Можете подбирать разные крема, коржи, а также экспериментировать с цветовой гаммой начинки. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Также приглашаю вас подписаться на канал Тортомания, чтобы не пропускать новых выпусков. До скорой встречи. Всем пока!